Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня я решил самостоятельно изготовить вспухающее под водой тесто. Такое тесто при ловле херабуны весьма востребовано. В качестве вспухающего элемента в тесте я буду сегодня тестировать пшеничную клетчатку, искусственный снег и сап в чистом виде. Итак, начинаем с обычного теста, в которое добавлена пшеничная клетчатка. В мисочку засыпаем 1 чайную ложку теста. Теперь 1 ложка воды. Тщательно перемешиваем и ждем несколько минут. Формируем на крючке колобок и опускаем в воду. Время пошло. Колобок теста начинает интенсивно пылить и постепенно осыпаться. Причем хочется заметить, что это же тесто, но без пшеничной клетчатки, осыпалось даже чуть менее интенсивно. Налицо разрыхляющий эффект, который дает именно клетчатка. Надо сказать, что я колобок специально обжал пальцами, чтобы тесто подольше висело на крючке и медленно начинало вспухать. Однако, несмотря на сжатие, тесто продолжает интенсивно осыпаться. Получается, что для вспухающего теста пшеничная клетчатка совершенно не годится. Жалко, а я так надеялся. Ничего, зато теперь понятно, что если хочется получить интенсивное осыпание, то пшеничная клетчатка этому весьма способствует. Теперь тестируем то же тесто, но с добавлением 5% искусственного снега. Формируем колобок, опускаем его в воду и смотрим, что происходит. Искусственный снег сделал тесто весьма нежным. Когда я насаживал колобок на крючок, казалось, что тесто тут же свалится. Однако тесто держится. При этом вспухания как такового не наблюдается. Скорее наоборот, тесто достаточно интенсивно пылит. Несколько иначе пылит, чем такое же тесто с пшеничной клетчаткой, но достаточно активно. Пока что заставить тесто распухать не получается. Надо сказать, что я пробовал добавлять искусственный снег в тесто даже более 10%. Причем пришлось также увеличивать и содержание глютена, так как тесто было слишком уж нежное. Однако и там тесто не вспухало, а просто сыпалось. Получается, что искусственный снег совершенно не годится для того, чтобы тесто вспухало. Порошок САП или полиакрилат натрия я заказывал на Алиэкспрессе. Очень интересно, как он сейчас сработает. Опять замешиваем с водой то же тесто, что и в предыдущих опытах. Однако тут сейчас добавлено 2% порошка САП. Формируем колобок, опускаем его в воду и смотрим, что происходит. Колобок я достаточно сильно обжал пальцами вокруг крючка. Хорошо видно, что тесто почти не пылит, но постепенно начинает увеличиваться в объеме. Полимер внутри теста интенсивно впитывает воду. В результате колобок медленно, но верно растет. САП, как гелиевым клеем, связывает все компоненты теста. Даже кокосовая стружка не в состоянии вырваться из колобка наружу и начать всплывать. Колобок все еще продолжает увеличиваться в объеме. При этом площадь его поверхности тоже становится больше, а это значит, что любые ароматические вещества, добавленные в тесто, будут активнее выходить наружу. Тесто начинает быть похожим на размякший в воде кусок белого хлеба. При этом комочек теста с каждым мгновением становится все нежнее и нежнее. Даже самый осторожный карась с радостью будет поедать это почти воздушное, нежное угощение. Ура! Это именно тот компонент, который заставляет тесто реально увеличиваться в объеме.
Теперь дело за малым. Нужно уже именно под свойства полиакрилата натрия подобрать более подходящий состав теста. В него обязательно нужно вносить ароматику, сублимированных креветок, червей, мотылей или моллюсков. Самое главное, что с этого момента можно самостоятельно изготавливать то тесто, которое нужно. Стало понятно, что появилась возможность поиграться и с процентным содержанием САП в тесте, и со степенью сжатия теста при насаживании на крючок. Вспухающее тесто весьма выгодно использовать на нижнем крючке оснастки, а на верхнем насаживать пылящее тесто. Короче, интересных вариантов много. Порошок САП реально работает, и это радует. До новых встреч, друзья!